Каким будет ноябрь месяц для Украины? Что будет происходить в мире? Что благоприятно и неблагоприятно делать в этом месяце? В этом видео я, Валерий Шатилович, сделаю для вас прогноз на ноябрь месяц. Для этого я настраиваюсь на ноябрь месяц 2024 года и буду получать информацию прямо из хроника Акаши или энергоинформационного поля Земли. Итак, мой первый вопрос. Какие энергии несет ноябрь месяц? Вы знаете, я вижу образ моря, которое штормит. Затянуты тучи, море очень темное, и я вижу шторм. То есть я думаю, что ноябрь месяц, он принесет энергии движения. Те ситуации, те вопросы, которые стояли на паузе, которые были в мертвой точке, они начнут двигаться. Шторм не очень большой, но все же ощущения тревожные, ощущение того, что что-то происходит, смена энергии, смена чего-то, того, что будет происходить во всех направлениях жизни. Как бы я вижу, что этот шторм, он несет начало каких-то больших перемен. То есть в ноябре месяце будет закладываться основа для каких-то крупных изменений. Но в самом ноябре еще не будет видно результата. Это просто будут такие энергии разрушения, потому что когда шторм, то он же приносит какие-то разрушения. То есть однозначно месяц, он про действие, не про то, чтобы отдыхать, не про то, чтобы останавливаться в своих действиях, в своих целях, планах, а наоборот, нужно для себя прописать все то, что вы хотите сделать и что вы хотите изменить в ноябре месяце. И самое главное, взяться за те вопросы, которые давно вы уже отставили. То, что вы думали, что не решится в ближайшее время. У вас получится сдвинуть с мертвой точки эти ситуации, эти вопросы. Следующий вопрос будет более конкретным. Что будет происходить в мире, вот геополитическая обстановка, что будет происходить? Ну, во-первых, я вижу Америку. Ситуация в ней будет напряженная в связи с выборами, в связи с тем, что какие-то очень большие ставки на эти выборы, и две силы противоборствующие сталкиваются как в поединке. Я предвижу, что могут возникнуть какие-то теракты в Америке. То есть неожиданные, непредвиденные конфликты и какие-то взрывы, опасные случаи. Вот. Нужно быть очень осторожными. Скажем так, это месяц, когда геополитическая обстановка будет напряженной. И как бы будет возникать чувство страха, где рванет, где будут какие-то проблемы. Особенно может обостриться вопрос, связанный с исламскими государствами, а именно с террористическими организациями. Вот они могут громко заявить о себе и, скажем, снова напугать людей.
И снова будет напряжение в Израиле. Я слышу крики, я слышу страх израильтян. И я думаю, что и в Израиле тоже вот эти группировки могут наделать беды. Я не ощущаю, что это будет что-то такое массовое, очень страшное, но тем не менее народ может испугаться. И вообще вот этот шторм, как бы он именно в геополитической обстановке, он будет разноситься. И будет сложно, будет определенное напряжение во всех государствах и во всех таких серьезных политических вопросах. Так, дальше. Каким месяц ноябрь будет для Украины? Вот я настраиваюсь на Украину. Каким этот месяц будет для нас? Для Украины это будет неоднозначный месяц. Я вижу продолжение боевых действий, я вижу потери, слезы, которые льют по этому поводу. При этом ситуация внутри страны будет накаляться. Но в это же самое время я вижу высоких, светлых людей, которые оборачиваются в нашу сторону. То есть как бы нашей стране может поступать какая-то поддержка и помощь. Какие-то важные заявления будет делать наша власть. Снова реформы, снова нововведения. Каким же ноябрь будет в плане боевых действий в Украине? Ну, враг будет активно наступать. Появятся новые направления на фронте. Вернее, даже это не новые, а как бы снова враг вернется к тем направлениям, которые он уже пытался прорвать. И я вижу, что они могут очень активно наступать, даже забирая определенные территории, небольшие. Хотя при этом успех украинскую армию также ожидает. Но это может быть успех именно в Харьковском направлении, Сумское направление, вот здесь выше по карте. Я не могу сказать, что в ноябре произойдут какие-то переломные события, то, что сможет изменить ход войны. Так, следующий вопрос. Вот уйдем от вопросов политических, военных. Давайте в общем спросим, что благоприятно делать простым людям в ноябре месяце? Что будет благоприятно? Для чего этот месяц будет хорош? Ну, я вижу, что месяц будет хорош для крупных покупок, таких как автомобили, квартиры. То есть этот месяц будет для этого благоприятен. Это будет происходить быстро, безболезненно, без каких-то лишней волокиты документальной. И благоприятно будет возвращаться к старым идеям, к старым планам, которые вы когда-то уже намечали себе. То есть, если вы, там, допустим, планировали открыть какой-то бизнес, у вас уже все готово, но вы вот не решаете сделать первый шаг, это будет благоприятно. Если вы хотите куда-то отправиться в путешествие, у вас уже
в общем-то, собраны все чемоданы, все куплено, но вы вот почему-то сомневаетесь. Это будет благоприятно. Благоприятно начинать строительство. В том случае, если у вас уже есть участок, уже есть земля, где вы хотите построить этот дом. Ну, также я вижу, месяц будет благоприятен для того, чтобы устраиваться на работу и вообще для любых действий, связанных с детьми. Вот, если вы хотите устроиться в садик, в школу, где есть дети, устраивайтесь. Если вы хотите заниматься какими-то детскими проектами, то стоит это делать. Вот как бы все действия, все дела, которые как-то около детей, это будет благоприятно в ноябре месяце. Хорошо. Что неблагоприятно будет делать в ноябре? Ну, я вижу, что неблагоприятно будет переезжать. Это может затянуться, это может, скажем, быть поспешным выводом, желание переехать. Подписывать какие-то договора с другими людьми, вот, вступать в какие-то сообщества. То, что касается общего бизнеса, каких-то, роспись, да, вот роспись для брака, какие-то договора, документы, которые связывают нескольких людей. Это будет неблагоприятно, это будет чревато конфликтами. Смена автомобиля будет неблагоприятна. Вот, покупать автомобиль издалека, из-за границы, это неблагоприятно. Также я вижу, в общем-то, операции, вот плановые операции, которые можно перенести, лучше переносить. Ноябрь месяц будет неблагоприятен для этого. Ну и, конечно же, шторм, то есть неблагоприятен для морских путешествий. Так, я хочу сказать о том, что это общий прогноз. Вот как делают астрологи общий прогноз. Они анализируют соединения, аспекты планет, которые будут, допустим, в ноябре или же в декабре, в любом месяце. И это имеет общее влияние. Хотя у каждого человека есть его личный гороскоп, есть его личная судьба, и она разворачивается по-своему. Поэтому относиться к этому прогнозу нужно все-таки как к общему прогнозу. К нему нужно прислушиваться, но не нужно на основе него принимать какие-то кардинально важные решения. Если же вам нужна помощь, совет вот в таком очень важном вопросе для вас, то лучше обратиться за индивидуальной консультацией, чтобы я, как ясновидящий, просмотрел все за и против. Для этого вы можете найти номера моих администраторов, их на данный момент двое. Одна из них записывает на прием в Киеве, другая на прием онлайн и в других городах, в описании под этим видео. А также я приглашу на свой канал астролога, и мы запишем астропрогноз на ноябрь и сравним наши прогнозы. Поэтому подписывайтесь на мой канал, и мы обязательно еще много полезной информации для вас будем выкладывать. Значит, и последний вопрос, который я бы хотел разобрать. На что нужно обратить внимание в ноябре месяце? Вот что ноябрь месяц подсвечивает нам? И прежде всего я вижу, что ноябрь месяц подсветит какие-то старые болезни, вот, хронические заболевания, которые были у людей. Особенно то, что связано с костной системой, то, что связано с ногами, с руками. Вот, неплохо бы заняться какими-то оздоровительными процедурами
для вашей костной системы. Что еще? На что еще обратить внимание? Для дел любовных, для дел семейных этот месяц скорее служит для того, чтобы вы настроили более лучшую, более близкую связь со своим партнером. Потому что ноябрь месяц может быть достаточно конфликтным. Это не месяц больших скандалов, но определенное недопонимание может возникать. Поэтому очень будет благоприятно, если вы вместе будете делать какие-то психологические практики, выполнять совместные медитации. Если вы вместе отправитесь в театр, вместе посмотрите кино, то есть будете проводить время друг с другом. В таком случае у вас будет нейтрализация вот этого напряжения и тех конфликтных энергий, которые будут в этом месяце. Также важно вообще обратить внимание на свои коммуникации с внешним миром, на ваши отношения, дружеские, соседские. Это месяц, когда нужно основное внимание посвятить отношениям, налаживанию отношений и, скажем, профилактике конфликтов, профилактике ссор. Вот в данный момент я ощущаю то, что я получаю эту информацию от планет. Вы знаете, вот как бы астролог, они рассматривают энергии планет по определенным значениям. То есть это очень древняя наука. А я, как ясновидящий, я могу попытаться вот как бы считывать напрямую эту энергию, информацию, которая идет. И мне кажется, что вот планетарные соединения в ноябре месяце, они будут конфликтными и будут давать нам возможность увидеть, какое напряжение живет внутри нас. Раздражение будет возникать к другим людям, какое-то беспокойство тем, как они себя ведут, как он говорит, как он дышит, как он кушает, как он разговаривает. Вот энергии месяца будут поднимать это внутри вас. Поэтому обратите внимание на эти вопросы. Я буду благодарен вам, если вы через месяц напишите мне о том, как прошел ваш месяц. И замечали ли вы такие, скажем, изменения, о которых я говорил. А также, если мы друг другу пожелаем счастья, добра, любви, если мы благословим друг друга в комментарии под этим видео. Я думаю, что это однозначно передается на расстоянии через текст, который мы пишем, и сможет нейтрализовать негативное влияние планет. Всех вам благ и до новых встреч!